На входе вашего АЦП только высокочастотная помеха, никакой синусоиды там нет, но в данных микроконтроллера вдруг появляется красивая плавная волна. И это главная опасность алиасинга. Ошибка выглядит не как мусор, а как вполне правдоподобный сигнал. Это не обязательно плохой датчик, не обязательно провод и не обязательно баг в прошивке. Это эффект дискретизации. Высокочастотная компонента попала в отчеты так, что стала похожа на низкочастотное колебание. В цифровую часть попадает не вся форма аналогового сигнала, а только последовательность отчетов. И если брать эти отчеты слишком редко, разные аналоговые сигналы начинают выглядеть одинаково. Рассмотрим на простом примере. На входе синусоида 101 Гц, а ЦП опрашивает ее с частотой 100 Гц. Казалось бы, все безнадежно, частота сигнала даже выше частоты опроса, но именно здесь появляется ловушка. Каждая следующая выборка попадает почти в ту же фазу синусоиды, только с маленьким сдвигом. В реальности сигнал быстро колеблется 101 раз в секунду, а в отчетах он выглядит так, будто медленно проходит один период за секунду. То есть 101 Гц превращается в фантомный 1 Гц. Формально это называется алиасингом или наложением спектров. Алиас-частота — это разность между входной частотой и ближайшей кратной частотой дискретизации. В нашем случае. И это не случайная ошибка. Это следствие того, что мы нарушили условия корректной дискретизации. Допустим, есть датчик температуры. Сам сигнал меняется медленно, но рядом работает импульсный блок питания на сотнях килогерц. Его пульсации попадают на вход АЦП через питание, землю, длинный провод или неудачную разводку платы. Микроконтроллер измеряет напряжение с датчика, например, 10 раз в секунду. Такую высокочастотную помеху он корректно представить уже не может. Но если помеха попала на вход до выборки, она не обязана просто исчезнуть. В отчетах она может свернуться в медленную компоненту. На графике появится плавное изменение показаний. Инженер смотрит и думает, температура плавает, хотя на самом деле плавает не температура. В данных проявился фантом, созданный дискретизацией. Условие Найквиста говорит, что все, что находится выше половины частоты дискретизации, должно быть достаточно подавлено до входа АЦП. Ключевое слово «до», потому что после выборки поздно. Ложная низкая частота уже появилась в данных и выглядит как настоящий сигнал. Поэтому перед АЦП ставят антиалиасинг-фильтр. Даже простой РЦ-фильтр может помочь, если его частота среза выбрана осознанно. Алиасинг опасен именно тем, что он не выглядит как ошибка, он выглядит как правда. Подписывайтесь на канал, там много интересного.